Это такая подземная Тесла для добычи разных полезных ископаемых. Мы делаем все: резка, паковка, отливка, сборка, мехобработка. Не все машиностроительные предприятия могут эту историю осилить. То есть это из разряда блоху подковать. Каждый год Евраз от этих проектов будет получать 12 миллионов долларов. Ширина 1 метр, грузоподъемность ковша больше тонны. Этот мини-погрузчик на ионно-литиевых аккумуляторах может автономно работать до 4 часов. Это такая подземная Тесла для добычи разных полезных ископаемых. Например, сегодня мы уже, применяя такие машины, успешно добываем урановую руду на месторождениях России. Свой инновационный продукт первая горнорудная компания придумала в коллаборации с французским партнером. Аналогов шахтному погрузчику нет ни в России, ни в странах СНГ. Более того, производство в Краснокаменске бизнесмены запустили в марте этого года, в разгар пандемии. Мы дорабатываем этот продукт в условиях добычи, дорабатываем саму машину и со следующего года выходим с конкурентным способным продуктом на внешний рынок. Первые продажи уже состоялись на рынок Латинской Америки. Негативные прогнозы для горнодобывающей отрасли в связи с коронавирусом не оправдались. Финансовые показатели демонстрируют стабильность не только у горняков, но и у сервисных компаний. Мы смогли пережить без потерь. Можно сказать даже, что мы выросли. У нас увеличилось количество людей в штате. Мы растем и развиваемся. По результатам первого полугодия цены на многие металлы выросли. Это несмотря на пандемию и падение объемов добычи. В кризис самый высокий спрос на золото. Цена на него в августе достигла исторического максимума – $2065 за унцию. Росли и объемы производства. За первое полугодие в России произведено чуть больше 104 тонн золота, что на 2,8% больше, чем в 2019 году, когда Россия достигла рекордного уровня добычи золота. Ключевой для российской экономики горнодобывающий сектор обеспечивает основную часть экспортных доходов страны. В 2019 году экспорт руды и концентратов драгоценных металлов из России составил 796 тысяч тонн или почти $295 миллионов. Основными покупателями были Китай и Казахстан. В последние годы перед горными компаниями во всем мире стоят более глобальные вызовы, чем коронавирус. Качество добываемой руды снижается, а издержки производства растут. Оптимизируя расходы, многие предприятия диверсифицируют бизнес и инвестируют в собственные проекты. В этих смесительно-зарядных машинах изготавливают взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Оборудование. Один из российских лидеров по буровзрывным работам, компания «Азоттех», изначально производила для своих нужд. Но оказалось, что их специализированная техника востребована на рынке. Такое малое машиностроение, достаточно ювелирное. То есть не все машиностроительные предприятия могут эту историю осилить. То есть это из разряда блоху подковать. Смесительно-зарядные машины «Азоттеха» хоть и российского производства, но часть комплектующих у них все же заграничная. Полное импортозамещение запчастей пока невозможно. Гусеницы, колеса, опорные катки. Чебоксарские запчасти – успешный пример импортозамещения. По качеству не уступают зарубежным аналогам. Мы делаем все: резка, паковка, отливка, сборка, мехобработка. Практически мы можем сделать вот эту всю продукцию, как говорится, из руды. Наши вложения предыдущих периодов, когда мы делали разработки именно на замещение импортной продукции, они отразились очень хорошо. По вот этому направлению мы думаем, что будет рост порядка 20% в этом году. Техника для добывающей промышленности – основное направление компании «Четра». Это раньше российские бульдозеры, суровые машины. Теперь же это инновационная техника, которая работает и в Африке, и в Арктике. Кабина со звуком и теплоизоляцией, кондиционером, современные системы управления. Идет внедрение информационных технологий, подключена система ГЛОНАСС, когда, например, руководитель из Москвы может отслеживать работу машин на участках.
Ускорение цифровизации – главный итог влияния пандемии на отрасль. Когда традиционные способы повысить производительность себя исчерпали, наступает время IT-технологии. Например, крупнейшей металлургической и горнодобывающей компании «Евраз Холдинг» первые цифровые трансформации уже приносят $12 миллионов. Каждый год Евраз от этих проектов будет получать $12 миллионов. И это за счет продвинутой аналитики. Математические модели, машинное обучение, никаких железок, никакого капекса. Мировой опыт горно-обогатительных комбинатов говорит, что за счет цифровых технологий производительность можно поднять на 13%, а затраты снизить на 15%. Программное обеспечение пока в основном импортного производства. Например, эта система автоматизации разработана в Австралии. Здесь мы видим 3D-модель рудника, на которой можем в режиме реального времени определять местоположение персонала, техники, оборудования. В программном интерфейсе мы можем посмотреть основные показатели производства, какие-то технологические параметры, можем посмотреть какие-то диагностические данные. И все это в режиме реального времени. Беспроводные системы, возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект и роботы. Цифровые инновации превращают добывающие компании в предприятия будущего. Одновременное движение сразу 2 роботов-самосвалов на одном участке. Это самая сложная часть эксперимента. Вот уже год сибирская угольная энергетическая компания на разрезе в Хакасии проводит испытания беспилотных БелАЗов и высчитывает эффективность безлюдных технологий. Роботы не обедают и не болеют, у них ненормированный трудовым кодексом график. К тому же они могут работать в условиях небезопасных для человека. Конкурировать с карьерными самосвалами могут и современные конвейеры. Производители уверяют, их техника обойдется дешевле автосамосвалов. К тому же работает конвейер круглосуточно, невзирая на погоду. Конвейер мало сделает в железе. То есть изначально мы делаем цифровой двойник конвейера, и именно на двойнике делаем все возможные инсценировки, как будет себя вести оборудование в той или иной ситуации. То есть прокручиваем все это в динамике, и только после этого оборудование поступает в изготовление. Главное преимущество таких конвейеров – экологичность. Это сегодня один из основных трендов. Горнодобывающие компании вынуждены сокращать негативное влияние на окружающую среду. Решение экологических проблем напрямую связано как с репутацией, так и с капитализацией. К тому же, по прогнозам экспертов, у горнорудной промышленности обнадеживающие перспективы. Спрос на их продукцию будет стабильным. У России, которая занимает ключевые позиции по важнейшим полезным ископаемым, амбициозные планы. Так, с января этого года снижен налог на добычу ископаемых для руд редких металлов. Задача на ближайшие 10 лет – выйти на 2-е место в мире.